Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Валерий Табаков, юрист. Я представлял интересы своих клиентов в судах Украины, также готовил обращение в Европейский суд по правам человека, и я на сейчас занимаюсь систематическим освещением резонансных политических и судебных процессов через мой независимый YouTube-канал, где анализирую, как внешняя агрессия России, в частности, а также внутренние украинские кризисы влияют на фундаментальные основы демократического государства. Сегодня мы возвратимся к стратегической теме, которую я затрагивал в предыдущих видео, а именно к реальной цели Владимира Путина в так называемой специальной военной операции против Украины, начатой 24 февраля 2022 года. Официально провозглашенные мотивы демилитаризация и денацификация представляют собой риторическую ширму для гораздо более глубокого и целенаправленного путинского плана, а именно систематического уничтожения демократических институтов независимой Украины. Этот план реализуется не столько через прямые территориальные захваты, сколько через искусственное затягивание войны, которое вынуждает президента Владимира Зеленского и украинское руководство принимать чрезвычайные меры, объективно приводящие к эрозии ключевых элементов демократии, от отмены выборов и подавления политической оппозиции до введения цензуры в СМИ и перегрузки судебной системы авторитарными практиками. В результате, как показывают данные Democracy Index от Economist Intelligence Unit за 2023-2024 годы, Украина скатывается в категорию гибридных режимов с рейтингом 5,43 из 10 баллов, где формальные демократические процедуры продолжают существовать на бумаге, но их реальное наполнение подтачивается чрезмерной централизацией власти и ограничением гражданских свобод. Владимир Путин, опираясь на свой многолетний опыт построения авторитарной системы в России с запретом оппозиционных партий, тотальным контролем над средствами массовой информации и подчинением судебной ветви власти исполнительной, прекрасно осознает, что такая эволюция событий делает Украину внутренне уязвимой. Общественный разлад подрывает международную поддержку со стороны Запада, усиливает эффективность российской пропаганды и открывает путь либо к политической капитуляции, либо к установлению пророссийского контроля над страной. В этом подробном системном анализе мы последовательно разберем официальную риторику Кремля и скрытый смысл ее формулировок, механизмы эрозии демократических институтов под действием военного положения, роль продолжающейся войны как идеального инструмента для реализации путинской стратегии, а также невольную помощь, которую оказывает в этом процессе президент Зеленский, вынужденный действовать в условиях крайней необходимости национальной обороны. Чтобы сделать наш анализ более наглядным и убедительным, я приведу в качестве живого отражения этих системных проблем свой недавний личный опыт участия в группе поддержки по делу Вячеслава Зинченко, 19-летнего обвиняемого в убийстве украинской лингвистки Ирины Фарион. Этот конкретный случай, где давление на меня внутри группы, направленное на отказ от обращений в международные правозащитные организации, привело к глубокому внутреннему расколу. И это служит миниатюрной, но точной
моделью того, как страх перед внешней оглаской и самоцензура подавляют права человека и подрывают принципы справедливого правосудия, усиливая общую тенденцию к авторитаризму в стране. Все мои выводы и аргументы строго основаны на официальных первоисточниках, речах и выступлениях Путина, положениях Конституции Украины, отчетах авторитетных международных организаций Freedom House, Reporters Without Borders, Institute for the Study of War, Carnegie Endowment, а также актуальных данных на октябрь 2025 года. Если вы интересуетесь геополитическими процессами, конституционным правом или перспективами демократии в условиях войны, я настоятельно рекомендую досмотреть это видео до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подобные глубокие системные разборы. Ставьте лайк, если тема вызывает у вас резонанс, и активно делитесь своими мыслями в комментариях. Ваша вовлеченность и поддержка помогают распространять объективную правду в условиях информационной войны. Давайте начнем наш анализ с официальной риторики Кремля, которая служит тщательно продуманной маскировкой для стратегического плана Владимира Путина. 24 февраля 2022 года в телевизионном обращении к российскому народу президент Путин объявил о начале специальной военной операции, четко обозначив ее основные цели, как демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту русскоязычного населения от проводимого украинскими властями геноцида. На первый взгляд эти формулировки кажутся достаточно конкретными и военными по своей сути. Под демилитаризацией понимается разоружение украинской армии и полное уничтожение ее обороноспособности, а денацификация подразумевает политическую чистку от так называемых нацистских элементов в элитах и обществе Украины. Однако при тщательном юридическом и политологическом анализе речей Путина, в частности его выступления 21 февраля 2022 года, где он назвал Украину антироссией, искусственно созданной большевиками, и последующего послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года, становится очевидно, что за этими расплывчатыми и юридически неопределенными терминами скрывается гораздо более амбициозная и коварная стратегия. Как убедительно демонстрируют эксперты Carnegie Endowment for International Peace в своем фундаментальном отчете 2023 года Russia's War on Ukraine – The Real Goals, под понятием денацификация Кремль подразумевает не просто ограниченную политическую чистку, а полное и систематическое уничтожение всей архитектуры демократических институтов Украины, независимых средств массовой информации, политической оппозиции всех мастей, принципа верховенства права, децентрализованного местного самоуправления и свободной судебной системы. Этот подход к разрушению демократии уже был успешно протестирован и реализован на практике в оккупированных Россией территориях юга и востока Украины, таких как Херсонская и Запорожская области. Еще в марте 2022 года оккупационные администрации, полностью подчиненные Москве, издали серию указов, вводящих российский рубль в качестве единственной законной валюты, организовавших принудительную раздачу российских паспортов местному населению и полностью запретивших использование украинского языка в образовательных учреждениях и органах административного управления. Кульминацией стал указ от 1 апреля
2022 года о ликвидации всех местных выборных советов, которые были заменены централизованными администрациями под прямым контролем российских кураторов. Эти действия представляют собой прямое и грубое нарушение статьи 47 Женевских конвенций 1949 года, запрещающей оккупационным властям принудительную ассимиляцию населения и уничтожение существующих местных институтов управления. Владимир Путин, опираясь на свой многолетний и трагический опыт укрепления авторитарного режима внутри России, где оппозиционные партии были последовательно запрещены, средства массовой информации поставлены под тотальный государственный контроль, а судебная система окончательно подчинена интересам исполнительной власти, сознательно рассчитывает, что продолжение войны спровоцирует аналогичные процессы трансформации в неоккупированной части Украины. В условиях чрезвычайного положения и постоянной угрозы новые авторитарные меры будут оправдываться необходимостью национального единства и оборонной необходимостью, постепенно становясь необратимыми. Институт изучения войны в своих аналитических докладах за 2023-2025 годы неоднократно подчеркивал, что стратегический расчет России заключается именно в провоцировании внутреннего хаоса и политического разлада в украинском обществе, что подрывает легитимность киевских властей в глазах западных партнеров и создает идеальные условия для усиления российской пропаганды, утверждающей, что киевский неонацистский режим сам разрушает демократические основы своей страны. Переходя к анализу внутренней ситуации в Украине, мы видим, как введение полного военного положения с 24 февраля 2022 года в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного и чрезвычайного положения от 12 мая 2015 года создало правовую основу для постепенной, но неуклонной эрозии демократических институтов. Это положение автоматически продлевается каждые 90 дней специальным постановлением Верховной Рады. И на октябрь 2025 года мы насчитываем уже более 10 таких продлений, каждая из которых требует формального голосования парламента, но фактически проходит без серьезных дебатов в условиях военного времени. Конституция Украины в статьях 83 и 103 прямо запрещает проведение президентских или парламентских выборов в период действия военного положения, что привело к полной отмене президентских выборов, изначально запланированных на весну 2024 года. Мандат президента Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года, но он продолжает исполнять обязанности по принципу действующего президента в соответствии со статьей 108 основного закона, что создает беспрецедентный вакуум легитимности власти. Политическая оппозиция, в частности партия «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко, активно использует эту ситуацию для публичных обвинений в узурпации власти, что только усиливает внутреннюю поляризацию. Международная организация Freedom House в своем ежегодном отчете Nations in Transit 2024 прямо классифицирует этот переход как формирование гибридного режима, где демократические формы и процедуры формально сохраняются, но их реальное наполнение и эффективность серьезно подтачиваются чрезмерным расширением чрезвычайных полномочий исполнительной власти. Подавление политической оппозиции происходит под видом необходимых антиколлаборационистских мер. Уже 20 марта 2022 года указом президента была запрещена деятельность партии «Оппозиционная платформа за жизнь», как имеющая пророссийскую ориентацию. Ее лидер
Виктор Медведчук был арестован по обвинению в государственной измене в рамках уголовного дела СБУ номер 52 022 0500 000000 228. Аналогичные запреты затронули партию Шария, наши и другие политические силы, что формально обосновывается положениями закона об основах национальной безопасности Украины 2022 года и необходимостью борьбы с коллаборационизмом. Однако на практике это приводит к явлениям selective justice, выборочного правосудия. Только партии с явной или предполагаемой пророссийской позицией подвергаются полному запрету, в то время как оппозиционные силы, формально лояльные власти, систематически подвергаются судебному давлению через многочисленные уголовные дела по обвинениям в государственной измене и коррупции, инициированные в 2021-2023 годах. Контроль над сферой СМИ значительно усилился с запуском так называемого единого телевизионного марафона 26 марта 2022 года, в рамках которого 13 ведущих украинских телеканалов были обязаны транслировать исключительно официальную версию событий под прямым контролем государственных органов. Независимые журналистские расследования, такие как проект «Схемы» от Радио Свобода, систематически сталкиваются с цензурой, блокировкой материалов и административным давлением. Организация Reporters Without Borders в своем World Press Freedom Index 2024 года фиксирует драматическое падение Украины с 79-й позиции в 2021 году на 61 место, основной причиной называя именно военную цензуру и повсеместную самоцензуру среди журналистов. Закон о медиа 2022 года ввел реестр так называемых информационных агентов, который позволяет властям штрафовать или блокировать журналистов и блогеров за распространение дезинформации, что является прямым, зеркальным отражением российского закона о фейковых новостях от марта 2022 года. Судебная система Украины оказалась перегруженной тысячами дел, связанных с мобилизацией, уклонением от призыва и обвинениями в коллаборационизме, а также функционированием военных трибуналов для рассмотрения дел коллаборантов в соответствии с законом номер 2811-9 от 2022 года. В этих трибуналах доказательства, предоставляемые Службой безопасности Украины, часто имеют засекреченный характер, что прямо нарушает статью 6 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующую право на справедливый публичный суд и доступ к доказательствам. Economist Intelligence Unit в Democracy Index 2023 года отмечает существенное падение демократических баллов Украины именно из-за этой беспрецедентной централизации власти, при которой исполнительная ветвь окончательно доминирует над законодательной и судебной. Владимир Путин демонстрирует мастерское использование затяжного характера вооруженного конфликта как самоподдерживающегося механизма разрушения украинской демократии. Продолжение войны создает постоянную необходимость чрезвычайных мер со стороны президента Зеленского, которые, будучи оправданными требованиями национальной обороны, объективно и неизбежно играют на руку кремлевской стратегии. В знаменитом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года Путин прямо назвал Владимира Зеленского нелегитимным лидером, цинично эксплуатируя факт отмены президентских выборов из-за военного положения для дискредитации киевских властей в глазах международного сообщества. Институт для изучения войны
в своих аналитических докладах за 2023-2025 годы неоднократно подчеркивал, что стратегический расчет Москвы изначально строился на провоцировании глубокого внутреннего разлада в украинском обществе и политической системе, который неизбежно подорвет стабильность западной поддержки Киева. Действительно, эрозия демократических институтов становится серьезным фактором давления со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов. Отчеты Европарламента за 2024 год содержат критические замечания в адрес украинских властей, а международная финансовая и военная помощь все чаще привязывается к выполнению конкретных реформ в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Президент Зеленский оказывается в крайне сложном положении. С одной стороны, ему приходится принимать жесткие централизующие меры для обеспечения обороны страны, а с другой, эти самые меры усиливают внутреннюю поляризацию и создают дополнительные точки напряжения в отношениях с западными партнерами. Хотя существуют и контрфакты, свидетельствующие о сохранении определенных элементов демократии. Активность неправительственных организаций, функционирование судов в сфере мирных споров, определенное давление со стороны международных партнеров на проведение реформ, системная эрозия демократических институтов под влиянием войны объективно частично удалась, что полностью подтверждает нашу основную гипотезу о стратегических целях Путина. Чтобы проиллюстрировать системные проблемы эрозии демократии на конкретном, живом примере, я хочу поделиться своим личным опытом участия в деле Вячеслава Зинченко, 19-летнего гражданина Украины из русскоязычной семьи, обвиняемого в умышленном убийстве выдающейся украинской языковедки Ирины Фарион, совершенном 19 июля 2024 года во Львове. Я начал освещать это резонансное дело на своем YouTube-канале еще в августе 2024 года, проводя независимый юридический анализ судебного процесса, протоколов, публикаций в СМИ и возможных нарушений прав человека. В октябре 2025 года, после более чем года систематического мониторинга, меня пригласили присоединиться к группе поддержки обвиняемого, состоящей из родственников, друзей, активистов и адвокатов. Критическим моментом стал выпуск моего видео в начале октября 2025 года, где я подробно объявил о подготовке и отправке официальных обращений в 4 ведущие международные правозащитные организации: Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Human Rights Watch и Совет по правам человека ООН. В этих обращениях я акцентировал внимание на конкретных нарушениях прав Зинченко. Содержание под стражей более 15 месяцев с неоднократным продлением ареста до 21 ноября 2025 года без достаточных альтернативных мер, не предоставление защиты ключевых видеодоказательств с так называемым двойным изображением обвиняемого, сообщения об угрозах и психологическом давлении в СИЗО Львова, включая сомнительное признание сокамернику в августе 2025 года, а также внутренний конфликт между адвокатами защиты Юрием Немировским и Игорем Сулимой, ограничивающий право на эффективную защиту. Эта публикация вызвала немедленный и острый раскол внутри группы поддержки. Родители Вячеслава Зинченко, отец военнослужащий Федор и его мать, а также адвокат Игорь Сулима и так называемая молчаливая часть активистов, составляющая около 70% группы, восприняли мои действия как предательство и начали систематическое давление с требованием немедленного отказа от всех международных обращений, удаления видео с YouTube и моего
исключения из группы. Их аргументация строилась на страхе перед международным скандалом, который якобы поможет российской пропаганде и подорвет доверие к украинскому правосудию. Этот локальный конфликт стал точным зеркальным отражением системных проблем: самоцензура внутри группы, поддержки аналогично государственной цензуре единого телемарафона, Selective Justice в отношении русскоязычного обвиняемого в националистическом Львове повторяет запреты пророссийских партий, а страх перед внешней оглаской напрямую нарушает статью 56 Конституции Украины о праве на международную защиту прав человека. Теперь, когда мы детально разобрали как официальную риторику Кремля, так и конкретные механизмы эрозии демократии в Украине, а также рассмотрели мой личный опыт как яркое отражение этих процессов, перейдем к глубокому многоуровневому анализу того, как локальные конфликты внутри групп поддержки и давление на правозащитников не просто иллюстрируют, но активно усиливают стратегический план Владимира Путина по разрушению украинской демократии. Этот анализ структурирован по 4 ключевым уровням: юридическому, психологическому, этическому и геополитическому, чтобы продемонстрировать, как микроуровень индивидуальных и групповых конфликтов зеркально отражает макроуровень системной деградации государственных институтов, создавая замкнутый круг, в котором война с Россией становится самоподдерживающимся механизмом внутреннего авторитаризма. С юридической точки зрения давление со стороны родителей Зинченко и адвоката Игоря Сулимы на отказ от подачи обращений в международные правозащитные организации представляет собой прямое нарушение статьи 56 Конституции Украины, гарантирующей каждому гражданину право на международную защиту своих прав и свобод, а также может быть квалифицировано как воспрепятствование правосудию по статье 376 Уголовного кодекса Украины. В моем конкретном случае систематические требования удалить опубликованное видео, отозвать заявление в Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Human Rights Watch и Совет по правам человека ООН, а также угрозы исключения из группы поддержки фактически лишили обвиняемого Вячеслава Зинченко возможности получить независимый международный мониторинг условий его содержания в СИЗО Львова. Жалобы, на которые включали переполненные камеры, угрозы со стороны сокамерников и сомнительное признание, полученное под психологическим давлением в августе 2025 года. Все это факты, которые должны быть представлены на суд международных правозащитных организаций. И никакое давление со стороны молчаливой группы поддержки на меня в целью не подачи мной заявлений в международные правозащитные организации не остановили моего намерения. Итак, это давление – это прямое нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, запрещающей пытки и бесчеловечное обращение, а также статьи 6, гарантирующей право на справедливый суд с доступом ко всем доказательствам защиты. Отчеты Freedom House за 2025 год содержат тревожную статистику. В 30% политически окрашенных уголовных дел в Украине фиксируются аналогичные случаи внутреннего давления со стороны семей обвиняемых, их адвокатов или групп поддержки, что приводит к полному отсутствию внешнего контроля и мониторинга, создавая условия для Selective Justice, выборочного правосудия, при котором русскоязычные фигуранты из регионов вроде Днепра,
как семья Зинченко сталкивается с предвзятостью и дискриминацией в националистически настроенных регионах вроде Львова без реальной возможности эффективной апелляции в Европейский суд по правам человека. Этот локальный юридический вакуум зеркально отражает системные проблемы военного времени: засекречивание доказательств в военных трибуналах, ограничение доступа к правосудию и доминирование исполнительной власти над судебной. На психологическом уровне такие внутренние групповые конфликты эксплуатируют глубокие травмы и стрессы, порожденные трехлетней войной. Родители Вячеслава Зинченко, чей отец служит в украинской армии, апеллируют к чувству коллективной вины и эмпатии через аргументы типа «мы все жертвы системы», международный скандал только усугубит страдания, создавая атмосферу моральной изоляции для принципиальных членов группы, отстаивающих универсальные права человека. Эта тактика эмоционального шантажа и социальной изоляции оказывается гораздо эффективнее прямых внешних угроз, поскольку использует базовые человеческие инстинкты принадлежности к своим против принципов объективного правосудия. Human Rights Watch в своем отчете 2025 года описывает этот феномен как гибридное психологическое давление, которое парализует волю к сопротивлению системным нарушениям точно так же, как государственная пропаганда национального единства приравнивает любую критику власти к предательству, усиливая внутреннюю поляризацию общества по аналогии с судебным давлением на оппозицию Петра Порошенко. С этической точки зрения требования группы поддержки отказаться от международного мониторинга ставят выше универсальных прав человека локальные интересы единства группы, что прямо противоречит статье 7 Кодекса профессиональной этики адвокатов Украины о независимости адвокатской деятельности и фундаментальным принципам Всеобщей декларации прав человека ООН. Адвокат Игорь Сулима, сосредоточившись исключительно на локальных апелляциях в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, фактически игнорирует системные нарушения условий содержания в СИЗО, что этически зеркалит дилемму президента Зеленского. Вынужденные чрезвычайные меры временно оправдываются необходимостью обороны, но постепенно становятся нормой, эродируя демократические стандарты. Reporters Without Borders проводят четкую параллель между такой групповой самоцензурой и государственной цензурой СМИ, где страх перед национальным предательством парализует независимую журналистику. И, наконец, на геополитическом уровне внутренние разлады в группах поддержки и давление на правозащитников играют на руку кремлевской пропаганде, подрывающей единство украинского общества. ICV, Институт изучения войны, в докладах 2025 года прямо называет подобные локальные конфликты инструментом российской гибридной войны, поскольку они создают образ раздираемой внутренними противоречиями Украины, оправдывая продолжение агрессии. Мой принципиальный отказ от самоцензуры и фактическая отправка обращений 14 октября 2025 года создали важный прецедент международного внимания к делу Зинченко, но само давление частично достигло цели, изолировав принципиальную часть группы и продемонстрировав, как локальные механизмы подавления прав человека усиливают глобальную стратегию Путина по разрушению демократии.
Подводя итоги нашего глубокого и всестороннего системного анализа, мы приходим к однозначному выводу. Стратегический план Владимира Путина в рамках так называемой специальной военной операции представляет собой не хаотичную военную агрессию, а тщательно продуманный и расчетливый удар по фундаментальным основам украинской демократии, где продолжение войны выступает в роли идеального катализатора внутренних противоречий и трансформаций. Официальная риторика демилитаризации и денацификации оказалась тщательно разработанной ширмой для гораздо более масштабной цели – полного уничтожения системы демократических институтов, что уже успешно реализовано на оккупированных территориях и частично воспроизведено в неоккупированной Украине через вынужденные чрезвычайные меры президента Зеленского. Военное положение, продлеваемое более 3 лет, привело к отмене выборов, введению тотальной цензуры СМИ через единый телемарафон, запрету политической оппозиции под видом борьбы с коллаборационизмом, перегрузки судебной системы и беспрецедентной централизации власти, переводя Украину в категорию гибридных режимов по классификации Economist Intelligence Unit. Президент Зеленский, оказавшийся в крайне сложной ситуации постоянной военной угрозы, невольно способствует реализации кремлевского плана, поскольку его вынужденные оборонительные меры объективно эродируют демократические стандарты, создавая вакуум легитимности и внутреннюю поляризацию, которую Россия активно эксплуатирует в своей пропаганде. Мой личный опыт участия в деле Вячеслава Зинченко от независимого освещения на YouTube-канале до глубокого раскола в группе поддержки после публикации обращений в ведущие международные правозащитные организации служит точным и наглядным отражением этих системных процессов. Локальное давление на отказ от внешнего мониторинга зеркально повторяет государственную самоцензуру. Страх перед международным скандалом парализует защиту прав человека, точно так же, как цензура СМИ подавляет свободу слова, а внутренние групповые конфликты подрывают единство общества не менее эффективно, чем запреты оппозиционных партий. Наша основная гипотеза полностью подтверждается. Война России против Украины частично удалась в своей стратегической цели подрыва демократических институтов, создав условия внутреннего авторитаризма, хотя для окончательной победы Кремлю потребуется либо полный военный коллапс, либо всеобщая оккупация. Однако контрфакты дают основания для осторожного оптимизма. Активность гражданского общества и неправительственных организаций, международное давление на проведение реформ, сохранение определенной судебной независимости в мирных делах свидетельствует о сохранении потенциала для восстановления. Как практикующий юрист я призываю всех сознательных граждан Украины и международное сообщество к конкретным действиям. Требовать от киевских властей максимальной прозрачности и ответственности, проведение выборов сразу после установления мира, комплексной судебной реформы с гарантией независимости, либерализации медиапространства, обращаться к западным партнерам с требованием условной помощи, четко привязанной к соблюдению стандартов прав человека, поддерживать глобальные дипломатические усилия по прекращению огня и достижению справедливого мира. Поддерживайте независимые голоса правды и анализа, подобные моему YouTube-каналу. Подписывайтесь, чтобы получать регулярные обновления по делу Зинченко и стратегическим аспектам войны. Ставьте лайки и активно делитесь этим видео в социальных сетях, чтобы разорвать порочный круг самоцензуры и страха. Пишите подробные комментарии с вашими предложениями и идеями. Коллективная мудрость гораздо эффективнее индивидуальных усилий.
В описании вы найдете полные ссылки на все использованные источники: Конституцию Украины, отчеты Freedom House, Reporters Without Borders, Economist Intelligence Unit, Institute for the Study of War, Carnegie Endowment на октябрь 2025 года. Спасибо за ваше внимание и критическое мышление. Правда и демократические ценности обязательно восторжествуют, если мы сохраним решимость противостоять авторитарным тенденциям и стратегическим планам Кремля. До новых глубоких системных разборов и объективного анализа. С вами был юрист Валерий Табаков.